Вам никогда не казалось странным, что во время летнего межсезонья, когда разработчики и футбольные симуляторы готовятся к следующему футбольному сезону, когда Konami особо ничем себя не утруждают, не проводят никакой рекламной кампании, ничего такого глобального не анонсируют, Electronic Arts в это же время запускает глобальную рекламную кампанию с многочисленными трейлерами, скриншотами, анонсированием нововведений и прочей информацией из этого разряда. Почему так происходит? Почему, пока канадцы пытаются всячески разрекламировать свой продукт, Konami ничего не делают, и как будто бы им это даже сходит с рук. И в сегодняшнем ролике предлагаю об этом поговорить поподробнее. Как раз таки у нас есть два примера, причем с обеих сторон: активная рекламная кампания EA FK26 и недавнейшая презентация в честь 30-летия серии PES в исполнении Konami. К слову, если вам необходимо пополнить ваш баланс монеточек в eFootball Mobile или в любой другой мобильной игре, то вам на PlayRock. Ведь на их сайте собраны одни из самых выгоднейших предложений на рынке, а также вы всегда можете предложить свои товары и услуги. А если вы обладатель такой платформы, как ПК, и играете в Steam, и вам необходимо пополнить его баланс, то это также можно сделать на PlayRock с наименьшей комиссией на рынке. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. А учитывая, что PlayRock также любит проводить розыгрыши, в их официальном ТГ-канале проходит один из таких, в котором можно выиграть iPhone 16 за подписку на ТГ-канал. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. Параллельно тому, как мы все с вами ждали той самой долгожданной презентации в честь 30-летия серии PES, Electronic Arts также вышли из застоя и в это летнее межсезонье начали делиться первым контентом по предстоящей EA FK26. Конечно, как и всегда, синематический трейлер, в котором мало общего с игровым процессом, несмотря на то, что разработчики заявляют обратное, скриншоты и прочий подобный контент. После этого мы наблюдали ту самую презентацию с этим японским колоритом, с вручением почетных грамот от книги рекордов Гиннесса, с присутствием Зика на сцене, с повторением одной из обложек предыдущих частей Winning Eleven и все в таком роде. Тогда как о самой eFootball 2026 было уж больно мало информации. Да, засветили два нововведения, о которых мы в последнее время часто говорили, но они никак их не объяснили, не показали хотя бы пример, как это должно все выглядеть, играться и в целом как именно это будет интегрировано в саму игру. Никаких толковых новостей по предстоящему релизу обновления 5.0.0. Да, конечно, вы можете возразить, сказав, что нас ожидает трансляция eFootball Connect, и на самом деле подобный аргумент имел бы право на существование, если бы не одно большое но. Эта трансляция пройдет буквально за сутки до самого обновления, и таким образом мы получаем информацию не за неделю, не за месяц до апдейта, а буквально-таки за сутки, отчего возможный ажиотаж, как мне кажется, становится меньше, и отчего валидность данной информации также чуть-чуть уменьшается. Konami буквально оставляет игроков на откуп блогерам и прочим говорящим головам, которые пытаются разобраться в тех немногочисленных кусках информации, выдвигают собственные предположения, а кто-то даже пытается инсайдить. И опять же, это все происходит параллельно тому, пока Electronic Arts подробно пытаются продемонстрировать и объяснить каждую новую функцию, нововведение и все в таком роде. Но почему все происходит именно так? Достаточно интересный вопрос, поэтому я и решил его поднять в рамках сегодняшнего ролика. Конечно, чтобы и иной раз погонять воду, но, согласитесь, интересно же. И если кто-то до сих пор не догадался, то на самом деле ответ лежит на поверхности, поскольку у обеих игр разная концепция и разная модель. В то время, когда eFootball существует на модели Free-to-Play уже 4-й год кряду, Electronic Arts с их футбольным симулятором продолжает выпускать новую в кавычках игру каждый Новый год, а поэтому ее нужно как можно лучше продать потенциальным игрокам, показать, что она отличается от предыдущей части, что вам нужно потратить те же самые деньги, по сути, на ту же самую игру, чтобы у вас был доступ к актуальной игре с актуальными составами и обновленными игровыми механиками и прочими нововведениями. Konami же, судя по всему, для себя уже давным-давно поняли и уже не гонятся за таким количеством аудитории и таким количеством средств. Я более чем уверен, что они и без того неплохо зарабатывают с нынешней моделью eFootball и со всеми этими паками. И сейчас речь даже не столько про нас с вами, европейские регионы, южноамериканские регионы, сколько про Азию, Японию и ближайшие страны, поскольку там eFootball пользуется огромным спросом. Принимаем во внимание и китайскую версию игры, которая предлагает совсем иной
иной experience eFootball, все для той же азиатской аудитории, только непосредственно для китайцев. То есть я это к тому, что даже при минимальных усилиях, стараниях, даже без надобности особо рекламировать свою игру, какой-то контент, пытаться чем-то удивить, Konami и без того неплохо зарабатывают, поскольку им не приходится продавать одну и ту же игру из года в год. Все, что им нужно продавать, это новые карточки, новые наборы. А как это можно сделать? Слегка обновить модельку и поднять цифры. И тут уже нейронная активность в голове возникает сама собой. Естественно, кто дрочит на циферки, за этими обновленными цифрами, конечно же, пойдут. Ну а как думаете вы, дорогие друзья? Ваше мнение касаемо всего сказанного в данном видео буду ждать в комментариях под этим роликом. Также не забывайте поддерживать его своими большими пальцами вверх и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если вы находитесь здесь впервые. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч!